Хазал Кая – молодая турецкая актриса, которая уже давно завоевала любовь многих зрителей не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. Сегодня карьера Хазал продолжает развиваться, несмотря на то, что совсем недавно она стала мамой. Хотите узнать все подробности жизни этой актрисы и несколько интересных фактов о ней? Тогда смотрите видео до конца. Лейла Хазал Кая родилась 1 октября 1990 года в турецком городе Газиантеп в семье юристов. Некоторые источники сообщают, что родители Хазал развелись вскоре после ее рождения. Другие говорят, что она росла в полной семье. Как бы там ни было, но в детстве Хазал ни в чем не нуждалась и посещала любые кружки и секции, которые только могла пожелать. Стоит отметить, что ребенком она была довольно творческим и в разное время занималась балетом и современными танцами, а также ходила на уроки игры на скрипке. В школу Кая пошла уже в Стамбуле. Родители выбрали для нее частную итальянскую школу с углубленным изучением иностранных языков. Хазал изучала английский, немецкий и итальянский. Она была прилежной ученицей и радовала своими отметками учителей и родителей. Однако сама мечтала о карьере актрисы. Закончив школу, девушка поступает в известную стамбульскую театральную студию Айла Алга. И еще во время учебы делает первые робкие попытки съемок в рекламе и журналах. Ее дебютным появлением в кино становится эпизодическая роль героини по имени Берин в сериале «Сыла. Возвращение домой» в 2006 году. Далее последовали еще две незначительные роли в сериалах «Начинающие ведьмы» и «Ангел-хранитель». А в 2008 году молодая актриса попадает в проект, который становится самым популярным сериалом своего времени и который до сих пор пользуется огромной любовью у зрителей. Многие из них пересматривают его уже не в первый раз. Думаю, вы догадались, что это телесериал «Запретная любовь». Главные роли исполнили Берен Саат и Кыванч Татлытук. Уже практически с первой серии проект привлек к себе внимание, и с каждым новым эпизодом его аудитория только росла. Сериал имеет 2 сезона и получил огромное количество наград и премий не только турецкого кинематографа, но и многих других стран. А все, что показывалось на экране, будь то одежда, аксессуары, духи, макияж актрис, зрители тут же пытались воплотить в жизнь, независимо от своего достатка. Те, кто побогаче, покупали оригинальные бренды. Кому финансовое положение не позволяло делать дорогостоящие покупки, искали более дешевые аналоги. В общем, этот проект стал по-настоящему культовым и принес огромную популярность всем актерам, принявшим в нем участие. Заработать смогли не только те, кто имел непосредственное отношение к созданию сериала, но даже туристические агентства, которые предоставляли туры по местам съемок «Запретной любви», и владельцы гостиниц и апартаментов, в чьих стенах было отснято множество эпизодов. Для Хазал Кая «Запретная любовь» стала настоящим трамплином, который позволил девушке продвинуться сразу на несколько ступеней вперед по карьерной лестнице. Ее телефон не замолкал, и предложения сыпались со всех сторон, начиная от приглашений к сотрудничеству в рекламных роликах, заканчивая предложениями ролей от известных режиссеров. Но актриса не спешила делать выбор. Сначала она появляется в криминальном сериале «Бехзад. Серийные преступления в Анкаре», а затем соглашается на главную роль в другом телесериале «Назвал я ее Фериха», где партнером Хазал стал красавец Чагатай Улусой. В интервью актриса признавалась, что дала свое согласие на участие в этом проекте только с 3-го раза. Ей показалось, что история любви главных героев начинается довольно банально, и сериал не сможет стать успешным. Однако, поговорив с режиссером и увидев, какой прекрасный каст он собрал для этой картины, решила попробовать и не прогадала. Героиня Хазал, Фериха, девушка из бедной семьи. Она стремится изменить свое положение дел и поступает в университет, чтобы получить достойное образование, а затем и хорошую работу. Она скрывает ото всех, что ее семья вовсе не богата, но все меняется, когда она знакомится с парнем по имени Эмир. Проект получил 2 сезона, и хоть ему не удалось переплюнуть популярность «Запретной любви», но все же сериал с уверенностью занял лидирующие позиции и заслужил любовь многих зрителей. А Хазал
Хазал, как исполнительница одной из главных ролей, в полной мере смогла проявить здесь свои актерские способности. Параллельно съемкам в «Ферихе» актриса принимала участие и в других картинах. Так она появилась в 2 полнометражных фильмах – комедии «Музыка и танцы» и драме «Я не могу спать, когда прибывает месяц», а также в сериале «Бехзад. Я похоронил свое сердце». В 2012 году Хазал можно было увидеть в комедийной драме «Пусть это будет в последний раз» и в сериале «Последнее лето на Балканах» 1912. Годом позже она появилась в полнометражной драме «Голубая волна» и в сериале «Любовь», а в 2014 году приняла участие в криминальном боевике «У меня есть возражение». Еще одной успешной работой актрисы, где ей досталась главная роль, стал телесериал «Морал», вышедший на экраны в 2015 году. Здесь есть все, что мы обычно встречаем в турецких картинах: любовь, ложь, предательство, страдания, кражи, социальное неравенство. Однако от этого сериал не становится менее интересным. В партнеры Хазал достался многими любимый актер Араз Булут Иннемли. И о нем, кстати, тоже есть видео на канале. Главные герои сериала – молодые парень и девушка, у которых по-своему сложная судьба. Они влюблены и, преодолевая различные жизненные трудности, остаются чистыми душой. Проект имеет 2 сезона, но количество серий в каждом сезоне небольшое. Зрители поставили сериалу в основном высокие оценки, отметив оригинальный сценарий и игру актеров. Далее Хазал снялась в полнометражной драме «Банк разбитых сердец» и сыграла одну из главных ролей в сериале «Наша история», в котором рассказывается об одной небогатой турецкой семье. Мать уходит, оставляя детей на отца, который, впрочем, не проявляет стремления заботиться о детях, все чаще находя для себя успокоение на дне бутылки. Поэтому все обязанности ложатся на плечи старшей сестры Филис в лице Хазал Кая. Однажды девушка встречает красавца по имени Барыш. Его сыграл Бурак Денис. Парень с первого взгляда влюбляется в Филис, но в нелегкой жизни девушки нет места для любви, и она пытается похоронить свои чувства. Однако Барыш не намерен сдаваться. Сериал является турецкой адаптацией американского проекта «Бесстыдники», получил 2 сезона и имеет неплохие рейтинги. Личная жизнь. Личная жизнь актрисы интересует многих ее поклонников. На заре карьеры Хазал приписывали отношения с турецким актером Мехметом Асланом, но, к сожалению, я не нашла реальных подтверждений этим слухам. А вот роман с фотографом Джахитом Баха-Парсом оказался вполне реальным. Их пару довольно часто видели в общественных местах и на улице, прогуливающимися за руки. Но спустя время молодые люди разошлись без объяснения причин. После расставания с Джахитом актриса встречалась с Сарпом Баскуртом, который сегодня известен исполнением роли Эрдема в сериале «Постучись в мою дверь». К сожалению, этот роман тоже не выдержал проверку временем. Наконец, в 2013 году Хазал знакомится со своим будущим мужем, актером Али Атаем. Разные источники рассказывают разную историю их знакомства. Где-то написано, что молодых людей познакомил общий друг, другие источники утверждают, что актеры встретились на кастинге к фильму. Тем не менее, и Хазал, и Али признаются, что это была любовь с первого взгляда. Актеру настолько понравилась Хазал, что он даже не поинтересовался, сколько ей лет, а разница в возрасте у них почти 15 лет. Поначалу молодые люди не афишировали свои отношения, но в 2016 году они вместе появились на свадьбе своих друзей, тем самым подтвердив слухи о романе. Хазал Кая и Али Атай долго не решались узаконить отношения и встречались целых 5 лет, прежде чем решили сыграть свадьбу. За это время они прошли вместе сквозь многие трудности, в том числе онкологическое заболевание мамы Хазал, после чего актриса поняла, что Али именно тот мужчина, на которого можно положиться в любой ситуации. Али, в свою очередь, не спешил делать предложение Хазал, так как имел за плечами опыт неудачного брака с балериной Эбру Джансис и хотел окончательно убедиться, что в этот раз он принимает правильное решение. Наконец, 6 февраля 2019 года Хазал и Али стали мужем и женой. Их свадьба прошла в одном из самых дорогих отелей Стамбула и по подсчетам СМИ обошлась в $115 тысяч. Платье невесты для церемонии создал известный дизайнер Азгюр Масур, а вот жених признался, что не смог принять участие в организации свадьбы, так как все время был занят на съемках, проходивших за городом, поэтому все решения относительно торжества Хазал принимала сама. Впрочем, актриса даже рада была такому положению дел, ведь могла устроить все исключительно по своему вкусу. На свадьбе присутствовало огромное количество звезд
звездных гостей, как известных актеров, так и режиссеров и продюсеров. Среди них были замечены Мурат Йылдырым с супругой Эмани, Нурфит Ахаглу с мужем, Сельчук Йонем, Киванч Татлытук с женой Башак Дизер, Бурак Денис, Чагатай Улусой и многие другие. По турецким традициям гостям на свадьбе принято раздавать сладости, однако вместо этого на свадьбе Али и Хазал гости получали маленькие открыточки, на которых было написано: «Вместо того, чтобы дать вам сладости, мы от вашего имени пожертвовали деньги в фонд детского церебрального паралича. Одна жизнь, одна надежда». Таким образом, все гости поучаствовали в благотворительной акции. После свадьбы поклонники актрисы с нетерпением ждали новостей о ее беременности. И вскоре это действительно случилось. Хазал стала появляться на публике с округлившимся животиком, а 18 ноября 2019 года у пары родился первенец, которого назвали Фикрет Али Атай. Кая признается, что он очень похож на своего отца, у него такие же большие голубые глаза. Сейчас актриса наслаждается материнством, а в ее инстаграме можно найти множество фотографий из семейного архива. Если захотите заглянуть к ней на страничку, ссылку оставлю в описании под видео. Хазал Кая сегодня. Хазал не стала делать длительных перерывов в карьере и успешно совмещает работу и материнство. В 2020 году на экраны вышел полнометражный фильм под названием «Что из меня получится». Часто общество навязывает женщинам модель поведения. Родственники и знакомые хотят видеть нас такими, какими, по их мнению, мы должны быть. Хорошее образование, хорошая работа, замужество, потом дети и так далее. И это же общество резко осуждает тех, кто осмеливается выбрать свой жизненный путь. Фильм «Что из меня получится» как раз-таки затрагивает все эти проблемы и поведает историю девушки по имени Сертап Бал, которая решает следовать своей мечте. Сертап рассказывает зрителям свою историю успеха и утверждает, что каждая женщина может добиться всего, чего пожелает. Здесь Хазал досталась главная роль. Других персонажей сыграли Анур Туна, Эльчин Афаджан, Нурфит Ахаглу и другие. А сейчас актриса активно работает над подготовкой к съемкам в новом турецком проекте от Netflix под названием «Ночь в отеле Пирополас». Режиссером проекта стал Эмре Шахид, который известен успешной картиной «Восход Османской империи». Новый сериал будет снят по мотивам книги Чарльза Кинга «Ночь в отеле Пирополас. Рождение современного Стамбула» и затрагивает временной период с 1919 года. Молодая амбициозная журналистка Эсра чудесным образом попадает в прошлое, а именно в 1919 год, и становится невольной свидетельницей опасного политического заговора, направленного против Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя современной Турции. Теперь девушке предстоит спасти будущее страны и вернуться в свое время. Создатели проекта обещают оригинальные сюжетные линии, не лишенные любовных сцен, а атмосфера сериала будет похожа на фильм «Великий Гэтсби» с яркими костюмами и хорошо поставленными танцами. Каст проекта также обещает быть многонациональным. В недавнем интервью Хазал признавалась, что сейчас у нее совершенно нет ни на что времени. Она берет уроки пения, 3 дня в неделю идут занятия с актерским коучем, репетиции в костюмах, читка сценария, двойные и тройные репетиции. Это отнимает много сил, но актриса с нетерпением ждет начала съемок. Дата премьеры проекта пока неизвестна. Интересные факты. Хазал Кая довольно миниатюрного роста и едва дотягивает до 1 метра 60 сантиметров. Но это не мешает ей сниматься с высокими партнерами, чей рост часто превышает 185 сантиметров. В 22 года актриса узнала о таком диагнозе, как сахарный диабет. С тех пор она строго следит за питанием, ведет здоровый образ жизни и любит длительные пешие прогулки. Все это помогает ей держать свой вес в норме. Хазал признается, что не прибегала к услугам пластического хирурга. Единственное, что она исправила, это зубы, которые с детства не были идеально ровными. Однако она не исключает процедуру омоложения в будущем, ведь ее профессия также зависит и от внешних данных. Кая считает в том, что актрисы решаются на пластику и коррекцию, отчасти виноваты и сами поклонники, которые призывают актрис оставаться естественными, но как только у их кумиров появляются первые морщинки или лишний вес, они обязательно на это укажут, причем не в самой вежливой форме.
Хазал преследовал безумный иранский фанат, к счастью, только в соцсетях, но его угрозы были настолько реальны, что актрисе пришлось подать прошение в суд о запрете этому человеку въезжать на территорию Турции. Сначала он постил у себя на странице фотографии актрисы с подписью «Жена» или «Любимая», но когда он разместил фото с оружием в руках и написал «Хазал» или «Моя» или «Ничья», актриса не стала медлить и обратилась в суд. Хазал известна своей активной гражданской позицией по многим вопросам, которые волнуют турецкое общество. Она не раз высказывала недовольство системой здравоохранения Турции и тем, как она работает. А в 2021 году актриса стала послом доброй воли фонда ООН в области народонаселения Турции. Она призналась, что рада ощутить поддержку такой мощной организации и пообещала не переставать бороться за права уязвимых социальных групп населения. Друзья, на этом все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Не забудьте подписаться на канал и оценить это видео. Также можете посмотреть другие мои ролики. А впереди еще много интересных историй. До встречи!